Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Василя, и это канал о вязании крючком. В сегодняшнем мастер-классе мы свяжем корзинку с крышкой и с деревянным донышком. Научимся обвязывать деревянное донышко, вязать вот такой вот красивый узор соты, делать бесшовное соединение. Вот здесь у меня внутри виден шов немного, а с этой стороны шва у нас не видно. И также научимся обвязывать крышку. Размеры корзинки. Высоту у нас она 11,5 и по донышку 15 сантиметров. Также на канале у меня есть много разных мастер-классов по корзинкам, как с деревянными донышками разной формы, также связанными донышками. Переходите во вкладку плейлисты и выбирайте подходящую себе корзинку. Напишите в комментариях, нравится ли вам данная корзинка. И также, конечно, если будут какие-то вопросы, также пишите в комментариях. Не забудьте подписаться на мой канал. Для вязания нам понадобится 2 деревянных донышка диаметром 15 сантиметров. На крышку я выбрала с рисунком. Также есть резные донышки. Можно выбрать вот такой вариант на крышку. Трикотажная пряжа 1 моток. У меня от фирмы Бисквит. Здесь длина 100 метров, 330 грамм. Ширина нити 7 миллиметров. Цвет данной пряжи маджента. Очень яркий, насыщенный цвет. Также крючок номер 5 для обвязки донышек. И для стенок можно выбрать крючок номер 6, либо номер 7. На трикотажную пряжу и донышки я оставлю ссылку на магазин. Также вы сможете их приобрести со скидкой 10%. Для начала нам необходимо будет обвязать донышко. Но сейчас я расскажу про прибавки сразу. Вот у меня в донышке 34 отверстия. У разных производителей может быть разное количество отверстий. Для узора нам необходимо четное количество петель. Я еще делаю 6 прибавок. Получается 34 плюс 6 – 40 петель. Я их распределяю по кругу на приблизительно равном расстоянии. Допустим, у меня в 2 местах идут прибавки через 4 отверстия. Вот 1, 2, 3, 4 вот прибавки. И еще здесь вот между 4 отверстиями. А в других местах идут через 5 отверстий прибавки. Всего 6 прибавок. Допустим, если у вас другое количество отверстий, 33, вам необходимо четное количество, тогда сделайте 7 прибавок и распределите их приблизительно на равном расстоянии. Поэтому бывают разные донышки. Уже смотрите по своим отверстиям. Прибавок может быть и 5, 6 или 7 на диаметр 15 сантиметров. При вязании с трикотажной пряжи обратите внимание на вот эту скрутку. У вас нить всегда должна лежать на пальчике вот таким образом. Тогда при вытягивании она будет выходить лицевой стороной. Также при вязании с трикотажной пряжи очень часто нить перекручивается. Иногда используют специальные держатели для пряжи. Либо можно использовать вот такой метод. Располагаем клубок вот таким образом, чтобы у вас нить отматывалась справа налево, то есть против часовой стрелки. Тогда перекручивание нити у вас будет минимальным. Для обвязки донышка берем крючок номер 5, оставляем кончик нити сантиметров 10-15, заводим крючок в отверстие, вытянули нить, кончик нити оставляем. Далее вводим крючок в следующее отверстие, вытягиваем и протягиваем через петлю на крючке. Провязываем соединительную петлю. Далее в следующую. И таким образом провязываем все отверстия соединительными петлями. В конце осталось последнее отверстие. Заводим крючок и захватываем кончик нити, который мы оставляли.
и протягиваем через петлю на крючке, полностью вытягиваем ее. Заводим крючок вот сюда вот под косичку, вытянули и вводим кончик нити вот в этот центр предыдущей косички. Заводим крючок с обратной стороны и вытягиваем нить. Вот таким образом мы сделали соединение. Далее заводим крючок в отверстие, откуда у нас выходит кончик нити. Кончик нити укладываем, провязываем вместе. Здесь захватываем рабочую нить, вытягиваем петлю, хорошо ее вытягиваем вот таким образом. Мы будем сразу обвязывать края и перейдем от донышка к стеночкам. Вот провязали первый столбик. Далее вводим крючок в следующее отверстие. Вытянули. Вот таким образом поворачиваем донышко и провязываем столбик. Далее в следующую. И здесь вот я отмечала отверстие, где у меня будет прибавка. Сюда мы провязываем 2 столбика. Провязываем первый. И в это же отверстие вводим крючок и провязываем второй столбик. Вот таким образом у нас провязывается прибавка. Далее провязываем в последующие также по столбику до следующей прибавки. Здесь также провязываем прибавку вот таким образом. В одно отверстие провязываем 2 столбика. И так довязываем до конца. Вот я вязала донышко. Теперь руками поправляем вот таким образом весь первый ряд, формируем стеночки. Это у нас будет основа для наших стенок. Сейчас мы сделаем соединение и будем вязать уже основной узор. Теперь я уже беру крючок номер 6. Вытягиваем нить, заводим крючок под косичку, вытянули петлю. Далее заводим крючок в центр галочки, сюда. Накидываем петлю на крючок и рабочей нитью затягиваем. Захватываем рабочую нить, вытянули петлю и провязываем столбик. Весь первый ряд мы вяжем столбики без накида. Заводим снова в центр галочки. Обратите внимание, что у вас крючок должен выходить всегда по центру. Вытянули петлю на высоту с петлей на крючке, провязываем. Провязываем до конца первый ряд. Вот я провязала первый ряд. При провязывании всегда старайтесь руками поправлять ряды, формировать правильную форму. Сейчас мы сделаем соединение. Вытягиваем нить, также заводим под косичку с обратной стороны. Вытягиваем петлю, заводим крючок в центр галочки. Накидываем петлю и затягиваем. Вытянули петлю, провязываем столбик. Теперь во втором ряду мы будем чередовать, провязывать один столбик в центр галочки. Следующий у нас будет удлиненный столбик, мы будем провязывать в основание столбика. Вот у нас есть в центр галочки. Далее опускаемся вниз, в основание столбика вводим крючок. Вытянули петлю на высоту с петлей на крючке и провязываем.
Далее в следующую мы провязываем центр галочки. Не забывайте, у вас крючок должен выходить по центру. Далее провязываем удлиненный в основание столбика. Вот таким образом довязываем до конца, и ряд у нас закончится удлиненным столбиком. Провязываю во втором ряду последний удлиненный столбик. И делаем соединение. Вытягиваем петлю, заводим также под косичку. Далее мы будем провязывать столбики без накида, где у нас идет удлиненный столбик. Сюда мы заводим крючок в центр удлиненного столбика, накидываем петлю, затянули и провязываем здесь столбик. Далее мы захватываем ножку столбика удлиненного, вот эту крайнюю, затем крайнюю ножку столбика следующего удлиненного столбика. Вытягиваем петлю и провязываем столбик. Здесь как бы мы провязываем рельефный столбик без накида. Далее у нас вот он удлиненный столбик. Сюда в центр мы провязываем столбик без накида. Далее снова захватываем крайнюю ножку удлиненного столбика первого и второго. Захватили нить, вытягиваем и провязываем столбик. За счет вот этих удлиненных столбиков у нас будет формироваться узор. Далее в центр удлиненного столбика снова провязываем столбик, захватываем ножку столбика первую, вторую и провязываем. Вот у нас уже получается узор. Довязываем до конца третий ряд. Провязываю в третьем ряду последний рельефный столбик. И делаем соединение. Также находим косичку. Вытягиваем петлю. И теперь в четвертом ряду мы будем провязывать столбики без накида и снова удлиненные столбики. Здесь у нас, где идет галочка, мы сюда будем провязывать столбик без накида. Удлиненный столбик мы будем вводить вот сюда, вот, где у нас идет рельефный столбик. Вот сюда в основание будем вводить крючок и провязывать. Делаем соединение, заводим крючок в центр галочки, накидываем петлю на крючок и затягиваем. Провязываем столбик. Далее провязываем удлиненный столбик. Вот он, рельефный идет. В основание рельефного столбика мы заводим крючок. И вытягиваем удлиненный столбик. Далее снова в центр галочки
удлиненный столбик. Вот таким образом довязываем до конца. У нас ряд закончится удлиненным столбиком. Делаем соединение 4-го ряда, вытягиваем нить, также под косичку. Находим, где у нас идет удлиненный столбик. В центр удлиненного столбика заводим крючок, накидываем петлю, затягиваем. Вытягиваем петлю и провязываем столбик. Далее мы формируем узор, захватываем крайнюю ножку удлиненного столбика и крайнюю ножку удлиненного столбика второго и провязываем рельефный столбик. Далее вот у нас удлиненный столбик, центр удлиненного столбика, столбик без накида. Затем снова одну ножку столбика, вторую захватили и провязываем рельефный столбик. Снова в центр столбика. Довязываем до конца. Ряд у нас заканчивается рельефным столбиком. Вот захватываем вот эту ножку и ножку вот этого столбика. Далее у нас ряды повторяются. Следующий 6-й ряд мы будем провязывать, получается, столбики без накида и удлиненные столбики. Следующий столбик без накида и рельефные столбики. Узор у нас повторяется, поэтому далее вяжем самостоятельно. 6-й ряд провязываем так же, как мы провязывали 2-й, 7-й ряд как 3-й. Я провязала всего 9 рядов. Теперь мы сделаем соединение и обвяжем край корзинки. Вытягиваем петлю, заводим также под косичку. И крючок заводим между столбиками, вот сюда. Вытягиваем данную петлю. И теперь заводим крючок в каждую петлю и провязываем соединительными петлями. Вот заводим, получается, под косичку, вытянули и провязываем через петлю на крючке. Далее в следующую. Сильно туго не затягивайте, чтобы у вас край не стянулся. В конце нить обрезаем, полностью вытягиваем. Заводим вот сюда под косичку. Кончик нити заводим в центр предыдущей косички. С обратной стороны вводим крючок. И вот таким образом мы аккуратно сделали соединение. Далее кончик нити прячем вот здесь вот под петельки. Крышку мы обвязываем точно так же, как донышко. Для начала нам необходимо обвязать все отверстия соединительными петлями. Оставляем кончик нити 10-15 сантиметров. Вводим крючок в отверстие. Вытянули петлю. Кончик нити оставляем. Заводим крючок в следующее отверстие. И протягиваем через петлю на крючке.
Осталось последнее отверстие. Заводим крючок, захватываем кончик нити, протянули через петлю и вытягиваем. Далее крючок заводим под косичку и кончик нити заводим в центр предыдущей косички. Теперь также при обвязке мы делаем прибавки. Вот я отметила карандашом, у меня будет также 6 прибавок. И когда будем провязывать, мы уже петлю не будем поднимать вверх, как делали при обвязке донышка, а будем обвязывать пока край. Находим место, откуда у нас выходит кончик, заводим крючок, вытянули нить и провязываем столбик. Я провязываю 4 столбика и делаю прибавку. Здесь я делаю прибавку, провязываю 1 столбик и в это же отверстие второй столбик. Вот я сделала прибавку. Вот таким образом довязываем до конца. Далее у меня идет прибавка через 5 столбиков, через 5 столбиков, через 4 и еще раз 2 раза через 5 столбиков. Делаем соединение, заводим под косичку и крючок вводим в центр столбика. Накидываем петлю на крючок и затягиваем. Провязываем столбик. И получается второй ряд мы также вяжем галочками в раскол. И прибавок никаких уже не делаем. То есть в каждый столбик по одному столбику провязываем. Вводим центр столбика. Не забудьте, чтобы у вас крючок выходил по центру. Вот я провязала второй ряд. Теперь я беру крючок номер 6 и сейчас мы сделаем соединение и будем провязывать бортики крышки. Вытягиваем нить, также заводим под косичку. Теперь вот здесь вот заводим крючок между двумя нитями. Вот у нас вот здесь заводим крючок. С этой стороны мы находим перемычку, заводим крючок под перемычку, накидываем петлю и затягиваем. Вытягиваем нить и провязываем столбик. Далее мы провязываем, захватывая заднюю стенку петли, и крючок вводим под перемычку. И провязываем столбик. Далее точно так же заднюю стенку петли под перемычку. Вытянули и провязываем. Делаем соединение.
Следующий ряд можно провязать галочками в раскол, но я буду чередовать, провяжу также через один удлиненный столбик. Вот у меня здесь есть столбик в раскол, далее я провяжу удлиненный столбик, ввожу в основание столбика и провязываю. Далее центр галочки, снова удлиненный столбик. Делаем соединение и сделаем обвязку по краю. Заводим вот сюда между столбиками и данную петлю вытягиваем. Далее заводим крючок в следующую петлю и также соединительными петлями провязываем по краю. Сильно не стягивайте, чтобы край у вас не стянулся. Вяжите более свободно. Вот такая получилась крышка. Бортики все поправляем руками, выравниваем и одеваем на корзинку. Она у меня оделась свободно. Вот так она выглядит. Надеюсь, у вас все получилось. Подписывайтесь на мой канал и вяжите вместе со мной.